Здравствуйте. Давно хотел снять обзор своего электрического велосипеда. Наверное, потому что таких конфигов мало, именно кареточных моторов на пространственной раме. Вот. Собирал я его почти год. Сейчас у нас 14.06.2022 года. Вот. На нем проехал около 2000 километров. И, в принципе, пока все устраивает. На каких компонентах же он все собран у меня? Так, рама это у нас собирают в Москве. Рама Teleport Light. Рама очень легкая, весит всего лишь 8 килограмм с учетом заднего маятника. Жесткость рамы достигает за счет вот этих углов жесткости, которые раме добавляют хорошую конструктивную жесткость. Здесь углы, здесь углы. Особенно маятник, особого внимания. Смотрите, какие хитрые углы. Иногда и прыгаю по неровностям. Рама, в принципе, хорошо выдерживает это все. Хотя рама рассчитана не под этот мотор, а рассчитана под мотор-колесо. Ну, насчет этого потом я расскажу еще попозже. Вот. А мотор это у нас Тайвань, фирмы Циклон. Мотор на 1603 киловатта. Ну, с батарейкой 60 вольт. По идее, конечно, он с контроллером на 40 ампер. Контроллер, кстати, вот такой маленький. Видно, не видно. Ну, очень маленький. Ну, с размером пачки сигарет. С аккумулятором на 60 вольт. Он у меня, ну, в пике там, если 60 умножить на 40 ампер, это получается 2400 ватт. То есть это максимальная мощность, которую он развивает. Но если контроллер поддерживает до 72 вольт, в принципе, можно и до 3 киловатт заливать. Все это действие приводится у меня за счет одной скоростной цепи. Цепь даунхильная, скоростная. Цепь мне очень понравилась, фирмы КМЦ. Вот. Здесь одна звезда на 19 зубов. Здесь 2 звезды на 44 зуба. И здесь одна звезда на 14 зубов. Все за счет фривилла и так далее. То есть езде не мешает. Накат очень хороший. Сзади обода Double Track. Мощные массивные обода спереди и сзади. Тормоза BB7, Авид BB7, механика. Гидравлику имел дело, но они мне не нравятся. Они постоянно текут и так далее. Механика надежно. Да, чуть-чуть торможение хуже, зато надежно. Втулка сзади Data Switch. Кто в этой теме, наверное, тоже понимает, что втулка хорошая и не дешевая. Эта втулка знаменита своим зацепом. Там как храповик идет, и втулка неубиваемая. А если втулку использовать на обычных собачках, эта втулка давно бы, наверное, умерла уже. Сзади получается 180 ротор, спереди 220 ротор. Тоже BB7, Авид. Покрышки 24, 24/3. Жирные покрышки. Сглатывают любые неровности, едут очень мягко. Покрышка Кенда, фирмы Кенда. Кстати, проехал тоже, вот, 2000 километров. Покрышка практически не изношена. Больше похожа на мото версию. Спереди обычная фара. Хорошо очень светит. Вот. Ну, по управлению тут у нас трехпозиционный переключатель скорости. Первая, вторая, третья. Ну, там получается это где-то 80%, 100% и 110% вроде. Здесь включение фары. Пока отключил в процессе разработки. Здесь включение круиз-контроля. Обычный велосипедный компьютер, держатель телефона и вольтметр. Сейчас, кстати, заряжается, так скажем, родной зарядкой на 4 ампера, которая докупил дома, когда не тороплюсь, заряжаюсь ей 4 ампера. Есть еще мощная на
Ну, она универсальная, с ней можно до 20 ампер заряжать. Батарейка у меня на 60 вольт, 32 ампера. Управляется с помощью BMS, Smart BMS, где можно контролировать температуру, заряд каждой ячейки, дистанционно включать-выключать заряд и разряд. Также ограничивать ток на каждую ячейку заряда. Допустим, если вы не хотите до 100% заряжать, а хотите сохранить ресурс своей батарейки, можете настроить так, чтобы заряжалось только до 4 вольт. Или до 4,1 вольта в каждую ячейку. Вот так. В принципе, вот такой велосипед. Он сейчас у меня продается. Это объявление снимаю для Авито. Кстати, вот зарядка закончилась. Как зарядка заканчивается, зарядное устройство само выключается и переходит в режим ожидания. Зарядка обычно произвожу отсюда. Здесь скрыт XT60. Это показывает температуру контроллера. Контроллер в очень злых нагрузках догревался до 50 градусов. Больше не получалось нагреть. Мотор слегка теплый всегда. Тоже сильно нагреваться нагреть не получалось. Такой интересный велосипед. Вес всего велосипеда всего лишь 40 килограмм. Это, затащить его по лестнице или заехать в лифт, как бы здорового парня никакой сложности не предоставляет. Я сам вешу 90 килограмм, а при езде со средней скоростью 35 км в час удавалось проехать 110 км в час. 110 километров на одной зарядке. А так и максимальная скорость где-то в районе 55. Вот, если на максимальной скорости ехать, проезжает где-то в районе 70-80 километров на одном заряде. В зависимости от встречного ветра, горности и так далее. Понятно уже. Вот такой аппарат.